Четвертая часть практики Дава Гьялцена. Мы начали с того, что видение — это ум пуст, пустота — это ясный свет, ясный свет — это единство. Четвертая часть — ясный свет — это единство. Это как ответ на вопрос, что такое ясный свет? На нашем опыте работы со страхом, болью и эмоциями, с которыми он связан, мы смотрим на объект страха, и так как мы не находим что-либо, потому что это наше видение, мы понимаем, что это все наш ум, остается только он. Это была первая часть. Затем вторая часть. Мы смотрим, что же такое наш ум. Мы смотрим внимательнее, не можем ничего найти. Ум пуст. И в третьей части мы спрашиваем, что это за пустота? Пустота — это не то, что ничего нет. Это полнота жизни, осознания. Пустота — это ясный свет. Теперь четвертая часть. Что такое ясный свет? И ответ — ясный свет — это единство. Если вы посмотрите на эту строчку, ясный свет — это единство. Здесь два слова — ясный и свет. Ясный относится к пустоте, открытости, а свет относится к осознанности, свечению. И они оба нераздельны. Качественно это не два разных переживания. Это одно переживание. Это как мудрость, единая мудрость. Единая сфера целого. И очень важно это понимать, потому что часто в наших переживаниях вы впадаете в нигилизм или этернализм. Множество доктрин делают так. Многие практикующие медитацию делают так. Приведу простой пример. Если вы медитируете на природу ума, на внутреннее пространство, может произойти два заблуждения. Первое. Вы можете впасть в нигилизм. Что это значит? Это значит, что вы находите пустоту, а пустота вызывает отупление, вызывает недостаток жизненной силы, внимательности, заставляет вас дремать. Это одна возможность. Это то, как вы впадаете в нигилизм. Другая возможность – это когда вы находитесь в природе ума, медитируете на пустоту, вы обнаруживаете собственную неповторимость. Проявляется энергия для работы, творческий подъем, множество мыслей, эмоций. Ум становится как никогда активным. Почему? Вы собирались расслабиться. Почему же ум стал таким активным? Просто потому, что не было опыта этого пространства. Потому что нет связи с основой. Нет связи с матерью, с внутренней матерью, с внутренней сущностью. Поэтому вы сталкиваетесь со всеми этими непросветленными мыслями и эмоциями. Это происходит постоянно в наших переживаниях. Вот почему говорится именно это. Ясный свет – это единство. Ясный свет – это единство. Не только с философской точки зрения, но это необходимо ощутить на собственном опыте. Таким образом, через стадии исследования нашей практики пятичастного учения Дава Гьялцена мы достигаем четвертой ступени переживания,
И когда мы пребываем в этом внутреннем пространстве, нам необходима полная уравновешенность этих открытости и осознавания, этих пустоты и ясности. Таким образом, нераздельное состояние пустоты и ясности очень важно. Говоря кратко, вы смотрите на объекты своего страха, видения, и вы не находите ничего. Затем вы смотрите на того, кто смотрит, вы смотрите на субъект, на эго, и не находите ничего. Затем вы смотрите на того, кто осознает, и не находите никакого «я». Таким образом, переживание внутреннего пространства – это полная пространственность. И вы полностью в осознании этого. И это осознание ничем не отличается от этой открытости. И эта открытость ничем не отличается от этого осознания. Здесь нет разделения. Это нераздельное состояние. И вы пребываете в этом состоянии без необходимости освобождать, анализировать, осуждать. Ничего такого. Вы просто пребываете в этой нераздельности, открытости и осознанности. Какие бы видения ни приходили, вы работаете с ними как с частью практики. Когда субъект растворится, вы переходите ко второй части и спрашиваете, что такое ум. И когда ум растворится, объект растворится, вы вернетесь в то же самое открытое осознавание, в нераздельное состояние открытости и осознавания. Просто пребывайте здесь. Как я говорил раньше, пребывайте 5 минут. Если можете, то сидите так полчаса или час. Но всегда помните, что сидеть недолго, но с ясностью лучше, чем долго, но с отуплением. Очень важно узнать это состояние как можно лучше. Потому что в нашей повседневной жизни мы очень много времени посвящаем страху и эмоциям, связанным с ним. Сколько часов? Временами мы осознаем это, временами не осознаем, но тем не менее продолжаем этим заниматься. Таким образом, важна возможность изменить эту привычку, научиться находиться в этом нераздельном состоянии открытости и осознанности. И это требует некоторого времени и знакомства с ним. Так или иначе, подведем итог. Попытайтесь пребывать в этом нераздельном состоянии открытости и осознанности настолько ясно и так долго, как вы способны. Повторяйте это и постарайтесь познакомиться с этим так близко, как это возможно.